Всем привет! Очередной заказ готов к отправке. Это вот 4 у нас компрессора или дымонагнетателя для дымогенератора холодного копчения. Вот, с инжекторами на быстросъемах. То есть здесь у нас резьба 1,2 дюйма наружная. Также здесь вот можно выкрутить вот этот вот ниппель, и там будет у нас 1,2 внутренняя резьба. То есть под любые нужды. А выкрутив вот этот вот желтенький переходник пластиковый, там будет 3/4 резьба, вот, внутренняя. Так что здесь вот на любые, как говорится, можно подобрать дымогенераторы, вкрутить их. Этот наш инжектор. Так, сейчас мы их включим, проверим перед отправкой. Это в любом случае. Так, этот у нас поедет Виктору в город Острогожск. Этот у нас Дмитрий, заказчик, Невинномысск. Это у нас Александр, город Омск. И город Брянск, Сергей. То есть все эти 4 сейчас мы их проверим, как они работают. Покажу, что их специфику, как они регулируются. Вот. Также здесь мы сделали сеточки. Вот такие, да. То есть кто-то там на нашем YouTube канале вот, написал комментарий, то что нету сеточек, да. Вот. Ну, то есть не понравились ему вот такие вот сальники резиновые. Это некрасиво смотрится. В принципе, почему некрасиво? Нормальные сальники одного цвета. Ничего здесь такого сверхъестественно страшного нету. То есть сейчас я поставил, да, убрал эти сальники, туда сделал сеточки. Вот. Ну, в принципе, а зачем эти сеточки, когда в основном коптят в прохладное время года? То есть осень, зима, да, вот, и мух, насекомых не летает. В принципе, зачем эти сеточки антимоскитные? Ну вот кто-то там написал, у него даже нету. Ну ладно, сделаю, пускай будет. Вот, хотя, в принципе, они нафиг не нужны. Так, сейчас мы их включим, проверим, да. Вот здесь у нас есть регулировка. Шкала от 1 до 13, вот даже от 0. Но регулируется он, сейчас я продемонстрирую как. То есть в любом случае запускать наш компрессор, этот нагнетатель, нужно на максимальных оборотах. То есть здесь турбинка стоит. Вот, и у нее такая специфика, в нее встроен какая-то микросхема, китайцы строили, а это для, как стабилизатор, что ли, она служит. Вот, и к нему, к этой турбинке не подходят регуляторы оборотов, то есть которые продаются модули, да, в Китае на Алиэкспресс. К ним такие регуляторы оборотов не подходят, эти модули. Вот, пришлось мне подбирать уже опытным путем, да, все, вот, чтобы эти турбинки заработали и регулировались. Вот, то есть на их китайских регуляторах эти турбинки не регулировались, только они работали на максимальных оборотах. Все, то есть крутишь, а она не регулируется. Вот, и я добился вот других результатов, то есть подобрал специальный регулятор, и он теперь регулируется. Но регулируется он, нужно сначала его запустить. Вот, нужно сначала включить его на максимальных оборотах, вот на 13, да, вот, а затем для того, чтобы после того, как разгорелась щепа, вот, поработала минут 10-15, можно будет убавлять, да, убавлять можно будет до 3-4, вот на этой шкале. Вот. На тройке он полностью уже останавливается. В принципе, здесь от 13 до 3, 10 делений, в принципе, этого достаточно. Вот, для того, чтобы регулировать плавно нагнетание вашего дыма, да, в коптильную камеру. Вот. Один тут у меня в прошлый раз, Богдан его зовут, да, вот я отправлял, ему не понравилось. Вот, почему-то ему вот не понравилось, он сказал, что ему нужно, чтобы от 0 прибавлялось сразу же. Зачем мне его включать на максимальную, а потом убавлять? Вот ему это не понравилось. Это, говорит, брак у тебя. Вот, как будем решать вопрос? Ну, я ему объяснил, то, что это не брак. То есть, и видео точно так же я скидывал, да, когда перед отправкой, и показывал то, что турбинки все работают и регулируются. И регулируются вот они именно таким образом.
То есть, ну, сначала запустить его, турбинку, на максимальных оборотах, а потом только убавлять и регулировать до 3-4. Вот, до тройки или четверки, да, на нашей шкале. Вот, ему это не понравилось. Мне, говорит, надо, вот, чтобы с нуля прибавляешь, и он плавно прибавлялся. Вот, и как будем решать вопрос? Я говорю, ну, присылай обратно, я тебе верну деньги. Ну, он не захотел его отправить обратно, так как аппарат-то рабочий, он регулирует, все-таки как-никак, но он регулирует, да, он обороты плавно регулирует, убавляет, прибавляет. Вот, не знаю, видимо, может быть, хотел взять 50%, чтобы я ему скинул, да, то есть уступил за этот типа как бы его брак, как бы он нашел брак у меня. Но это как бы я предупреждаю, что браком не является. Сейчас мы все проверим и я продемонстрирую. Так, включаем наш турбинку, да, вот откроем. Так, вот таким образом выглядит турбинка. Блок питания, да, с регулятором оборотов. Вот, и включаем наш в розетку. То есть даже можно слышать, как эта турбинка сильно гудит. Да, сейчас я даже микрофон поднесу. То есть она очень сильно нагнетает воздух. Вот регулятор на максимальных оборотах, да, он запустился сразу. Убавляя нашу ручку, мы видим, и звук убавляется, и турбинка медленно-медленно начинает убавляться. Обороты. Вот я его медленно кручу. Вот турбинка крутится. Медленно крутится. Не остановилась еще. Я продолжаю убавлять. Так, я убавляю очень медленно. Вот она. Еле-еле, да, крутится и остановилась. На регуляторе у нас показывает на четверке, да. Вот, ну, то есть до четверки и до тройки она останавливается. Вот, от 13, да, вот от 13 до тройки регулятор регулирует. Вот я сейчас его прибавляю, да, он запускается. Он запускается где-то уже с девятки примерно. Вот, запустился, прибавили на всю, он очень сильно работает, аж даже гудит. Как сильно он нагнетает воздух. То есть обороты здесь 4800 оборотов на этой турбинке я покупаю. Именно беру с Китая, да, с Алиэкспресс. Есть турбинки у ниже у этого производителя. Ничем не отличаются. Даже надписи никакой на этих турбинках нет. Но при заказе некоторые ошибаются и заказывают меньше оборотистые, малооборотистые такие турбинки. Есть у них 3000 обороты, да. Вот. Естественно, они в 2 раза меньше. Здесь почти 5000 оборотов. Вот, можно видеть. То есть она просто по-бешеному дует. Ну и отзывы мне присылают, видеоотзывы даже. То есть видно, что работает аппарат нормально. То есть и нагнетает, дует отлично. И регулирует, убавляет обороты. Да, вот я убавляю обороты. Вот. Вот она совсем остановилась, как я уже показывал. Это на тройке. Мы сейчас прибавим и поставим вот так вот, чтобы чуть-чуть дуло, да. Но это у нас где-то шестерочка. Вот. Можно будет еще подубавить на 5. Вот, то есть нагнетатель крутится. Вот. Воздух все равно будет он выдувать вот в это время. Небольшой поток есть, и дым не остановится, пока есть поток. Вот. Но, естественно, если совершенно будет слабо, можно будет уже, конечно, не на 5, а на 6, да.
Вот, там уже будете видеть сами. То есть, ну, до тройки, на тройке он останавливается. Вот я на троечку поставил, он все, вот остановился. Можно видеть, да, то есть все это работает. Все, нагнетатель поставили на максимальные обороты. Также здесь есть и клавиша включения на проводе, да, вот поставил такой провод с включателем. В принципе, он как бы и нафиг не нужен, но был провод с включателем и без, цена одинаковая, я взял с включателем, пускай будет. Вот, сейчас проверим другой нагнетатель. Так, включаем. Тоже загудел. Турбинка заработала на максимальных оборотах. Видим, что она крутится. Регулятором также мы убавляем, добиваемся малых оборотов. Все то же самое. Работает до 3 оборотов. До 3 оборотов, а после 3 она уже останавливается. То есть не 3 оборотов, а до тройки на нашей шкале, да. Вот здесь вот видно, что четверка, пятерка, четверка. Вот, то есть она еще пока крутится. Вот, убавили, она остановилась. Ну, все то же самое. Вот, не забываем, запускается она всегда на максимальных оборотах. Это специфика вот именно такой турбинки. Вот. С Китая, которые у них продают они регуляторы, эти турбинки не запускают, то есть не регулируют. Запускать они их запускают, но не регулируют. То есть на максимальных оборотах работают. И эта турбинка, она размер 50 на 50 и толщина 1,5 сантиметра. Вот такая турбиночка. Еще раз говорю, 4800 оборотов. Так, все, проверили. Это работает. Сейчас проверяем следующую. Точно так же у нас заработала турбинка. Ну, точно так же мы убавляем. Естественно, я перед этим все, когда запаял, все спаял, все проверял. Естественно, чтобы не было брака. Вот. В любом случае, с браком я никогда не отправлю. Зачем мне с браком отправлять, чтобы потом человеку обратно возврат делать? Вот. Если возврат не сделать, ну, человек просто напишет на меня как бы в полицию, вот, и ничего хорошего из этого не получается, как вы знаете все, да? И не просто я не занимаюсь мошенничеством и враньем, можно так сказать. Вот. Прибавили на максимальных оборотах. Слышно, как она гудит. Вот. К микрофону я подносил сейчас. То есть на максимальных оборотах запускается, все работает идеально. Также мы сейчас это все убавляем. Вот. Даже мне спрашивал, да, заказчик сейчас мне звонил недавно, буквально вчера, и спрашивал, уточнял, а как вот она сильно дует? Я вот такая маленькая турбинка, я переживаю, как бы она слабо не дула, что мне нужно разжечь мой самодельный дымогенератор. Не буду говорить кто, вот, ну, человек знает, я ему видео это скину, он себя узнает. Да, вот турбинка, она маленькая, небольшая, как еще раз говорю, 50 на 50, да, 5 сантиметров у нее ширина и длина. А толщина у нее всего лишь 1,5 сантиметра. Вот. То есть и этого достаточно. Она нормально справляется. Дует просто офигенно. То есть почти 5000 оборотов она выдувает. Еще раз говорю, то, что есть такие же в 2 раза мощнее. То есть они очень слабые. Их можно сравнить, что вот на половине оборотов убавить. То есть вот она даже не слышно будет, как она работает. Вот те турбинки, которые малооборотистые. Они с виду крутятся быстро. Вон там видно, что он крутится, да. Но он не гудит аж. А здесь ветер до такой степени он выдувает, что он просто гул стоит. Вот.
Все проверили, турбинки рабочие. Вот, в комплекте с инжекторами. В комплект положу наши еще визиточки. Вот. Никогда, как бы я еще раз говорю, то, что не отказываюсь, да, то, что если какой-то брак, в любом случае возврат и возврат денег сразу же, да, на карту. То есть в любом случае можно договориться, никаких там как бы обманов от меня нету. Все мои телефоны, да, все с контакты есть у меня в нашей группе. Все телефоны, телефон мой прикреплен в каждом видеоролике, да, есть контакты под видеороликами, все наши контакты, вот, то есть никуда я не скрываюсь, и как бы также я делаю на заказ различные выжигатели, да, эксклюзивные, которые не купишь в магазинах, вот, на заказ. 2 в одном, 3 в одном, ну любые, да, резаки, пирографы, там, выжигатели молний, сварочные аппараты контактные машины контактной сварки, то есть на станинах с педалью. То есть все это делаю эксклюзивное. Тем более контактные сварки у меня очень дорогие. Их и по 30 тысяч, и по 40, там, и по 25, да, и по 20, и по 15, разные есть. Кому какие нужны, то есть договариваемся и делаем на заказ разной мощности, вот, разный вылет клещей. То есть можете посмотреть у меня на ролики, если интересно, в нашем канале на YouTube. Вот, все эти ролики у нас есть выложены. Также они эти есть ролики в нашей группе ВКонтакте. Вот, подписывайтесь, сюда вот можно будет навести камеру на наш штрих-код, да, вот, не штрих-код, а QR-код, и перейдете сразу в нашу группу ВК. Вот. Если нет такого приложения у нас в телефоне, что открывает по QR-коду, то можете вбить в поисковике Maclet Plus и найдете нас в интернете в любом случае. Вот. Все, сейчас пакую и отправляю.